Здравствуйте, дорогие друзья! И в эфире у нас сегодня проект «Устная история», проект, посвященный представителям русского языка, русской культуры, которые адаптируются здесь, на территории Кыргызстана. И с вами ведущая Алена Маслова. Сегодня у нас в гостях в студии Вадим, автор своего блога и представитель русской культуры, русского сообщества. Мы сегодня узнаем, чем занимается Вадим подробнее. Ну и, конечно, для начала представьтесь, расскажите о себе немного. Саламатсыз бы. Саламатсыз бы. Саламатсыз дарбы, Алматы достор. Прилетел я в Кыргызстан 2 года назад, осенью. Занимаюсь IT на удаленке. Что еще говорю? Да, хорошо. Сейчас продолжим. Вы IT занимаетесь, получается. Интересно. У нас много айтишников приходит на интервью, и сразу тогда такой вопрос. Вы когда приехали, вы социализовались больше в цифровом пространстве, в чатиках с людьми, или вы больше, когда вот вышли на улицу, вам было интересно поговорить с реальными людьми, поискать россиян или просто представителей русской культуры, русских, которые, в принципе, как-то физически обитают рядом с вами? Очень интересно. Волна мобилизации была в то время. Русских на улице было очень много. Прям вообще такое засилие было. И хочешь не хочешь, начинался пересекаться именно на улице. И, безусловно, потом с кыргызами начал общаться, вливаться, понимать культуру, чем они живут. Очень интересно было. Естественно, постепенно подписывался на каналы, телеграм-каналы в основном. Очень много создали там и такие специфические, как Бишкек Смог были, друзья друзей, там вот это айтишники. И получилось и в цифровом плане я коммуницировал и на улице, то есть в комплексе все. Очень интересно. Расскажите ваше первое впечатление. Вы вот когда ехали в Кыргызстан, вы раньше здесь бывали? Ой, это вообще... Летел практически в пустоту. У меня здесь никого не было. Откровенно говоря, про Кыргызстан знал только столицу и озеро Иссык-Куль. Так получилось, что у меня загранник просрочился, и особо выбора не было, куда лететь. Но я влюбился в Кыргызстан практически там за 2-3 недели. Первое впечатление практически все как в России. Говорят по-русски, очень доброжелательные, отзывчивые люди. Мне очень понравилось. Особенно понравился климат, потому что когда я улетал из России, там был снег, слякоть, мороз, прилетаю, солнце, это вообще такой кайф. Очень мне понравилось здесь, я думаю, вообще тут взять гражданство, недвижимость купить, думаю, надолго останусь здесь. Интересно. Вы знаете, когда тоже один знакомый улетал, он сказал, я сел в самолет, и с облегчением услышал голос пилота: нас ждет вкусный лагман и самса. Да-да-да, кухня здесь отдельная история на много часов. Это просто... Многие вот говорят, непривычно. Хочется там русской кухни, там украинской. Нет, я такого вообще ни разу не ощущал. Мне бишбармак, лагман, самсы, все национально очень нравится. Курдак. У вас на толстовке принт кыргызский, национальный. Я как по приветствию поняла, что вам кыргызская культура очень понравилась. Как-то вы прижились. Расскажите. Как вы думаете, после вот таких... Вот это да! И татуировки, здорово. Спасибо, что показали, очень интересно. Вот это вот. Это, правда, старый флаг. Ага, старый флаг, да? Понимал. Да, очень интересно, действительно очень патриотично по-кыргызски, да? Что вам понравилось в культуре, что вот сразу зацепило глаз? Вот вы приехали и поняли, что вау, это здорово. Необычно то, что это кочевой народ, то, что они жили в юртах, поизучал историю, очень интересная судьба кыргызского народа. Вот это кочевой их уклад, то, что у них раньше было как бы еще языческие вот эти традиции, окурение ларчой, все это изучать. Очень было интересно, необычно. И я вот начал изучать кыргызский, практически как прилетел. И так как я программист, начал портал писать по изучению кыргызского языка. Ой, интересно как. Да, потому что мало, очень слабенькие пособия по
изучение кыргызского. Вот сейчас некоторые люди, вот Виктория Кринвальд, может быть, слышали, она пишет такие основательные учебные пособия по кыргызскому. Да-да, да. Вот. Настоящий новый подход у нее, вот я Мгм. покупал. Вот. Здорово. Запомнилось, безусловно, что кыргызы очень отзывчивые люди. Всегда помогут. У меня вот даже мама в Москве работает в ОДС диспетчером. Мгм. Она работает с очень многими национальностями. И вот у нее как-то плохо ей стало, и она говорит, только одни кыргызы пришли на помощь. О, вот так. Очень Даже интересно. говорит, ищи жену себе кыргызскую, мы только поддержим. Да. Здорово. Мы тоже как-то сталкивались вот именно с тем, что кыргызы очень доброжелательные в своей терпимости в том числе. То есть это не когда люди терпят против воли, они там как бы сносят какие-то невзгоды просто потому, что ну, они там как-то подстраиваются или мимикрируют. Нет. Люди очень терпимо относятся к другим культурам, к потребностям других людей, к другим взглядам. Это очень интересно, нам тоже это очень откликнулось. Да. Спасибо за это наблюдение. Расскажите про профессию. Поскольку вы айтишник, вы удаленщик, то есть вы когда приехали, вам не пришлось искать работу? Нет, я прилетел практически с одним ноутом. Мгм. Вот. Но, тем не менее, мне было интересно здесь все. И так взял для интереса в Мгм. банк, послал резюме. А, И мне практически сразу откликнулись, говорят, приходите на интервью, пожалуйста. Мы нуждаемся в специалистах, мгм. айтишниках. Ну, единственное, что я побоялся, что на работе основной мне там начнут Мгм. трудности быть. И я не пошел. Да, мне пришлось искать работу. Удаленная работа это все-таки очень удобно. И график плавающий. Мгм. Можно и ночью работать, и перерабатывать, и не дорабатывать. В этом Действительно. IT любит. Интересно. Что касается программирования, есть ли у вас коллеги, знакомые из IT-сообщества Кыргызстана уже? Познакомились здесь с айтишниками или Э, пока нет? Ну, только кто-то на курсах, кто-то учится, М, так прям, мгм, чтобы э, основательный айтишник не мгм, встречал. Но я обучал кыргыза мгм. IT удаленно. О, интересно. Он из Тунгуча, вот, несколько месяцев. Вот. Многие, да, просят, можете там ребенка обучить и так далее. Вот. Ну, у меня времени так особо нету. Мгм, У меня то мгм. блог, то работа. Вот про блог как раз, спасибо, что вы упомянули. У меня как раз был следующий вопрос про блог. Нам очень интересно узнать, что вы публикуете в своем блоге. Расскажите, о чем он, как появилась идея, какая миссия. Э, Начал я его не сразу. Мгм. Я в Инстаграме спустя время небольшое завел второй аккаунт. Называется Вадмарк. Мгм. Вадмарк через галочку. Нижнее подчеркивание, подчеркивание, Кыргызстан. М, Вот. И сначала вел просто как дневник. мгм. То есть там завел какую-то сим-карту, ошку, начинал рассказывать, как она заводится, какие тарифы. Интересно. Больше информационные такие, там про всякие памятники Мгм. исторические, про личности, вот. И потом он раскрутился, начал снимать более такие основательные рилсы. Мгм. Вообще такой своего рода винегрет. Там и юмор есть, и исторические моменты, и про кыргызский язык, и про культуру. То есть такая э, компиляция из разных тем. И за счет этого у меня уже 8400 подписчиков, настоящих живых. Ого, Вот, классная аудитория. да, и они Мгм. все активные, отвечают все на разные тематики. И проблемы города освещаю, там где-то что-то ремонт, и наоборот, дороги какие-то делаются, я это освещаю, стараюсь, какие-то события, ну, так. То есть, получается, осветим еще раз название, потому что это очень интересный блог, он прям тематический. То чувство, когда мы, собственно, и делаем серию интервью именно про привычки. То есть, вот как вы сказали, вы именно снимаете контент, как, допустим, сим-карту купить, какие тарифы есть, да? То есть у нас вот серия интервью посвящена информационной кампании, да, Мгм. повышению осведомленности именно в этом ключе. То есть это вот такая одна из основных миссий
нашего проекта. Спасибо за это. Получается, ВАД, нижнее подчеркивание, Марк, нижнее подчеркивание, ин. Нет, Ага, ВАД, да. потому что я Как Вадим. Вадим Ага, да. Маркитанов. Ага, Марк. ага, Нижнее подчеркивание, ин, ага, нижнее ага. подчеркивание и Кыргызстан на английском. Через загибки. Вадмарк, нижнее, ин, нижнее, Кыргызстан. Да. О, через- интересно. Вот, это очень интересно. Длинноватый ник, Да. конечно. Ну, ладно, зато очень полезный контент. То, что вы Ну, я производите. стараюсь, да, там многие подписчики уже на улице встречаются, и просят, вот у нас есть такая проблема там с какой-то дорогой или зданием. Мгм. Вы можете это осветить? И я еще мэрию Бишкека тегаю. И они мне самое интересное отвечают. Молодцы. То есть они мне в личку, в директ отвечают, а можете написать адрес? И многие объекты, которые я освещал, смотрим, уже через несколько дней уже ремонтируют, что-то красят, что-то Интересно. угораживают. То есть слушайте, культуры, Да, это слушайте. неожиданно. Да, это действительно, вот это поворот, когда русскоязычный представитель русской культуры, айтишник в Бишкеке становится амбассадором кыргызской культуры. Прекрасно, спасибо за ваш вклад социальный, это очень интересно, активная гражданская позиция. А у меня такой вопрос по поводу, может быть, тур-объектов, потому что, когда мы говорим о Кыргызстане, всегда возникает, наверное, образ природы кыргызской. Мгм. Где-то вы уже побывали, что-то удалось посмотреть? Какие ваши впечатления? Ну, к моему стыду, за 2 года я ездил на несколько обзорных экскурсий. Прям так, чтобы на Иссык-Куль уехать и там пожить, это нет. Я был в Кокмайнёк, вот эти марсианские такие пейзажи там интересные. В Чолпан-Ата на Иссык-Куле, в Аларче национальном парке пару раз. Ну, конечно, к моему стыду, мало где был за 2 года. Надо будет исправляться. Ну, были заняты, я думаю, и проблемами, даже вопросами, можно сказать, обживания, да. Как происходил процесс социализации, расскажите? Было ли легко? Ну, в плане вот социальном с кыргызами очень все просто. Ребята очень простые, отзывчивые, все со всеми поговорить можно, откровенность. Был страх, что я сюда летел абсолютно один. Мгм. У меня здесь ни друзей, ни родственников, никого, только номер риэлтора был. О, Я ей каждые 5 минут звонил, беспокоился из аэропорта. Как там квартира? Что там? мгм, Вы про меня мгм, не забыли, все. Сначала меня привезли на Чуй. Ну, там, конечно, $1000 стоило. мгм. Там цены Да. были вообще дикие. И я выходил на улицу, и там релоканты ходят, бедные, и спрашивают: вы не знаете, где переночевать? Я уже, Ужас. да, вот после такого думаю, блин, мне повезло все-таки найти. Ну, Мгм. потом, конечно, дороговато снимать. Я переехал у Вефы, начал жить на Горького. Мгм. Там подешевле. И сейчас на зиму от смога подальше в 12-й переехал. Мгм. Вот в 12-м там с гор свежий воздух. В плане социализации проблем никаких не было. Реально как в России все, даже по визуалу. Мгм. Вот что касаемо таких бытовых привычек, например, конвертации валют, походов здесь это называется ЦОН, Центр обслуживания населения, да, подготовки документов, все ли легко давалось, то есть или были какие-то трудности? Давалось легко до недавнего времени. Ужесточили Мгм. продление регистрации. Да, Теперь надо там либо ВНЖ, да. либо какие-то дополнительные справки. Вот я в последний день принятия этого закона успел продлить до апреля. М. Вот теперь надо будет после Нового года думать, как с новой регистрацией. А так в целом в ЦОН приезжаешь, там никаких проблем. Мгм. Мне уже сейчас надо делать вид на жительство, поэтому, ну, А, потому что все уже сейчас с регистрацией ужесточилось. И вот посмотрим, как это будет происходить. Я думаю, что увидимся на следующих интервью. Будет возможность рассказать, действительно, какая процедура, или наши гости тоже дадут обратную связь. Увидим, поживем, увидим, как это будет. ну да. Да, спасибо за это наблюдение. Действительно, сейчас вот сегодня, на 7 декабря 2024 года такая обстановка. Такие, значит,
значит, вопросы по документам, и они решаются таким образом. Значит, что касается поездок за рубеж, делали ли вы здесь визу, например, или планируете ли делать? И вообще, как думаете, Кыргызстан довольно открыт для международного пространства, чтобы отсюда, допустим, выезжать в какие-то туристические поездки и возвращаться? Ну, у меня вот много друзей, релокантов, которые на зиму улетают там, во М, Вьетнам. Вот многие смога боятся. Все-таки Ага, проблема такая пока нерешенная. да. На время зимы они улетают без проблем. Вот я пока надо загранник продлить, ну, сделать уже. Вот, в консульство идти. Пока не планирую никуда улетать. Вот, в Понятно. целом, Мгм. Интересно, да, ну, процедура изготовления загранпаспорта, знаете, нет? Она м, такая стандартная или еще пока не нет, я смотрели? еще не Еще смотрел. не смотрели, понятно. Ну да, нужно будет тоже это уточнить информацию, пишите в комментариях, как обстоят дела. Нам всегда это интересно, важно и полезно в рамках сообщества. Вот. Здорово. По поводу интернет-общения, вот вы сказали, есть чаты, например, есть чат айтишников. Формируется ли как-то культура в этом чате? То есть, ну, допустим, хорошо, обсуждаются профессиональные вопросы, а формируются ли совместные походы куда-то, досуг? Вообще заметили, релоканты как-то собираются или нет? Ну вот после волны мобилизации, когда Мгм. было очень-очень много, вот, к примеру, друзья друзей, Мгм. там организатор, он сходки так называемые организовывал. Они абсолютно аполитичные, Мгм. просто друзья собираются, Мгм. делятся впечатлениями. И вот там был костяк основной у нас, и много народу было. Но сейчас почти все разъехались, так все разбрелись, остались ветераны некоторые. Ну, в целом собираются там в Алиас поиграть, там в какие-то в квизы. Мгм. Вот. Но это не значит, что это только для релокантов, потому что там и кыргызы, и все нации, там кому запретов нету. То есть не то, чтобы прям мы как-то изолировались от всех. Мгм. Всегда открыты к Да. общению, тем более мы гости. Интересно. А что в самобытной культуре Кыргызстана, вам кажется очень таким специфичным, вот очень особенным? Что-то вы заметили, что отличает, допустим, эту культуру от других культур? Когда приезжает дочь к матери, к примеру, в село, она там как-то водой должна вот так Ага. поводить, потом это сушить, там какие-то целые ритуалы Мгм. интересные. Тоже хотелось бы это изучить. Мгм. Интересно, а расскажите про гастрономию. Вот вы пробуете ли местные блюда? Если да, какие вам нравятся? И готовите ли вы их дома? Да, я вот как раз в блоге очень много М. тоже времени посвящаю. Я там как раз, ну вот это мне интересно борщ взять. Ну, Мгм. что я там борщи не видел в Мгм. щах. Я стараюсь всегда там национальную брать, фотографирую, делаю там какие там виды бишбармаков, тесто у них, там такие обзорчики небольшие, э, из какого региона там это блюдо, М. там часто споры, плов чей там узбекский или Мгм. кыргызский, там всякие зарубы возникают. Вот больше всего нравится бишбармак, наверное, потому что Мгм. он такой, как супчик. Вообще все практически пробовал, А шлемфу пробовали? конечно. Ну, не каракольское настоящее, местное. Да, с холодный хороший супчик. Я Даже, пробовала м, каракольское. Но да? мне, да, мне, честно говоря, дунганская кухня показалась почему-то не близка. Ну, опять же, поживем, увидим. Может быть, еще что-то. Ну, там, знаете, раз на раз не приходится. В Да, одном возьмешь, да, понравится, в другом да, там уже. да, да. Может быть, нужно попытать счастье еще раз. Интересно, по поводу музыки, фильмов кыргызских, по поводу искусства. Ходили ли в музей, например, или смотрели ли что-то национальное на сайтах или, например, в блогах? Заметили ли что-то, что вам приглянулось? Ну вот, Еще времени не было. если с субтитрами Мгм. идет, то я ходил М, на кыргызские фильмы, там, Интересно. «Аяш», Мгм.
Так мне нравится Чукморова, фильмы с Чукморовым по мотивам Чингиза Айтматова. Там смотрел несколько фильмов интересных. Музеи все обошел. Тут, к сожалению, в Бишкеке их не так много. Мгм. Там уже приходится по второму разу ходить. Вот. В целом, по музыке, вот, ну, Манаса Мгм. слушал, Каралаева. М. Ну, конечно, интересно было бы кыргызский выучить, чтобы в оригинале понимать. Мгм. Мгм. Интересно, у нас много приходит представителей русской культуры, русского языка, но вы один из немногих, кто именно вот выбрал стратегию одомашнивания, да, то есть вы вживаетесь в культуру, и причем это происходит очень естественно, и спасибо за эти наблюдения, это очень интересно. Что еще вам показалось не так, как в России? Ну, менталитет, наверное, конечно же, М. азиатский отличается. Мгм. Э, Тут, не знаю, может быть, больше суеверный народ М. какой-то Мгм. показалось. Такой более осторожный. Мгм. Русские не так, навось там что-нибудь. Ну, я не знаю, как это Да, да. словами Ну, передать, я это надо согласна, на самом деле. прочувствовать. У меня тоже складывается такое ощущение, что кыргызы ну, как-то больше наблюдают за границами. Вот Да-да-да. что происходит, наблюдают за состоянием собеседника, за эмоциональным, например, наблюдают за поведением как природы, так и человека, да, а у нас как-то действительно у нас вот здесь суеверия, вот действительно, я согласна, какие-то есть религиозные, есть легенд много, да, то есть Мгм. эпос развитый, и за счет этого вот эта языковая культура и лингвокультура, она очень такая витиеватая, действительно так. Вот, у нас тоже это все есть, но у нас, ну, наверное, больше психологических предрассудков, да, то есть вот Мгм. действительно надеяться на авось, там, я не знаю, подумать о человеке, что-то не сказать или сказать, может быть, какие-то интриги. Да, здесь больше все-таки действительно на культуру ориентировано мировоззрение, именно на общение. Вот я не знаю, довелось ли вам видеть Курултай или как-то наблюдать за этим явлением, может быть, в текстах, потому что это очень интересно. Курултай — это Народное собрание, собрание. да, где каждый высказывает свое мнение. Это очень интересная практика, потому что у нас такого, ну, мне кажется, нет. Я не встречал. Не встречали. У меня вот бабушка в Липецкой области жила, и там ни на каком уровне Курултаев не было. Я вот по Бишкеку очень много пешком хожу. Мгм. И вот когда в Аилы иногда заходил, то там видел Курултай, так поприсутствовал. Интересно, когда все собираются, обсуждают какой-то вопрос. Интересно. Да, у нас вот в селах такого вообще ни разу не видел. Там либо поругаться, поскандалить Ну собираются. вот, ну вот да. А то они коллективно обсуждают какой-то вопрос. Интересно. Да, что еще освещаете в своем блоге? Какие у вас рубрики? Гастрономия, мы поняли, обзоры на привычки здесь, допустим, в эмиграции, да, как в эмиграции. Понятно, интересно. Есть ли еще какие-то рубрики, тематики и... Ну, юмор. Иногда Мгм. люблю пошутить. Ага. Вот. Кыргыз Тели, то есть там я пытаюсь до релакантов донести некоторые базовые какие-то концепции Мгм. языка, Мгм. потому что он такой интересный, агглютативный называется. Это когда к одному слову добавляются аффиксы, Мгм. такие Приставки. приставки, Мгм. да. И каждая приставка означает там вопрос, уважительное, неуважительное, какого там. Очень интересно, такие длинные слова получаются. Иногда так смотришь, что за слово. Еще на каком-нибудь языке говорите? Ну, английский по Английский работе. по работе и Ну, я бы кыргызский не такой. сказал, что по-кыргызски говорю. Стараюсь, но тяжело, Мгм. когда все по-русски говорят, практики нету Мгм. на кыргызском. Это надо вариться среди кыргызов, чтобы постоянно не забывать. Говорят, что стоит отъехать от Бишкека в местные более такие
культурные, да, более этнические, такие самобытные города и села, и, в общем, русский язык исчезает. Вот, Я даже слышал, ваше там мало кто говорит. да, это интересно. Еще, знаете, диалекты существуют. Вот есть южный, Мгм. чуйский. И М. такой вот интересный вопрос, что если чуйский даже выучишь диалект, можешь ваше, даже кыргызы говорят, что не всегда понимают, что южане А. по-кыргызски говорят, у них там слова отличаются. Очень интересно. Действительно, мы заметили, что мы-то, в общем, считаем кыргызов и кыргызстанцев людьми одного толка. Ну, понятно, что видно даже по лицу, что, допустим, кто-то внешне, допустим, ну, представляет одну группу, да, кто-то другую. В принципе, это, ну да, мы тоже замечаем. Но мы не можем, конечно, дать никакого объяснения, да, кто к какой территории, к Мгм. какому региону принадлежит, а местные друг друга хорошо же отличают. Я еще Действительно так. тут, знаете, удивился. У них такая градация по племенам есть. То есть каждый помнит, из Вот, какого он племени. вот, У да. каждого племени есть свой, как это называется на кыргызском, там не герб, не символ, Мгм, особое название забыл. мгм, мгм. И так интересно, там я смотрел интервью, вы из какого племени, и почти каждый кыргыз знает, из какого он племени. Я, получается, из племени урусов. Да. Вот представители племени урусов сегодня сидят и обсуждают кыргызские племена и формируют свое, наверное, да? Это очень интересно. Нет, действительно, нам, наверное, как считаете, нужно ли нам тоже образовывать какие-то сообщества более тесного порядка, да, то есть вот именно русским, потому что сегодня тоже говорили, у нас был гость, что есть стереотип, что русские не образуют диаспор, что русские, в принципе, не образуют комьюнити, никаких сообществ. Согласны ли вы с этим стереотипом или нет? И вот что думаете, нужно ли нам тоже, может быть, поменять что-то в своем менталитете, что заимствовать, например, у кыргызов, потому что вот эта общность, это, на мой взгляд, очень полезная черта, очень классная. Ну, я вот 2 года прожил здесь. Может быть, я, конечно, интроверт, по Мгм. сути. Но как бы сильно нужды в именно диаспоре я не ощущаю. То есть всегда есть соцсети, те же телеграм-каналы, когда можно обратиться. Своего рода также комьюнити. Мгм. Надо выходить как-то на новый уровень. Не физически, как там сплочаться в какие-то села, а можно удаленно по интернету Ну да. также помощь просить, помогать. Ну, я тут никаких притеснений со стороны местного населения никогда не испытывал. Диаспора, наверное, все-таки образуется под давлением каким-то внешним, сплочаются, Мгм. организуются, чтобы как это была более мощная сила. Я такой нужды пока не вижу. А мы продолжаем наше интервью, и сегодня уже очень много узнали про кыргызскую культуру от Вадима, и еще больше посмотрим в его блоге, я уверена. Расскажите вот такой момент. Мне кажется, что кыргызы очень не только гостеприимные, а очень добросердечные. То есть это люди, которые всегда помогут. Вот здесь, знаете, чувствуется, на мой взгляд, какой-то особый социальный вклад, особая помощь. Вот что-то замечали ли вы такое в культуре? Вообще вот про социальную помощь вы можете дать какую-то обратную связь? Очень интересно. Да, безусловно, замечал. Я в своем блоге сам занимаюсь социальной благотворительностью, помогаю людям, малоимущим и М, животным, подкармливаю по возможности. мгм. Ну, собаку сбила машиной, я ее взял с собой, лечил. Сейчас она в Аиле живет. Да, стараюсь по возможности помогать одиноким мамам и вообще бездомным. То есть в блоге это присутствует, и надо помогать, добро спасет мир. Это очень интересно. Я тоже тесно связана с темой добра. Поэтому прекрасно, что вы занимаетесь таким делом. Вы организуете какие-то мероприятия вокруг или пока это одиночная помощь?
Одиночная помощь, то есть если я там вижу какого-то человека нуждающегося или собаку, кошку, то стараюсь помочь, что-то покушать купить. Детям устраивал конкурсы, тоже там они сладкого набирали, я все оплачивал. То есть разносторонняя такая социальная помощь. Вот стараюсь как бы в этот мир принести больше пользы для людей, для животных. Очень интересно. Как вы думаете, еще такой вопрос очень часто задают, вот тоже в рамках социального устройства, социальной помощи, инклюзивная среда. Потому что люди, которые имеют полные возможности, да, они имеют возможность, я не знаю, передвигаться куда хотят, покупать себе там билеты, строить маршруты, значит, присутствовать в заведениях, в которых они хотят. Все понятно, тоже есть трудности релокации, но в принципе это объяснимо. А вот, например, люди с ограниченными возможностями, встречали ли вы, допустим, на коляске людей, что-то такое, или людей с какими-то диагнозами, которые, может быть, им нужны какие-то особенные вещи, потому что я точно знаю, что здесь, например, в Кыргызстане распространен русский жестовый. И, в принципе, перевод, сурдоперевод, осуществляется на русском жестовом языке. Вот тоже влияние, да, взаимопроникновение русской культуры и кыргызской. Это вот интересный пример. А что вы скажете по поводу инклюзивности? Ну, я на самом деле в Бишкеке такой неприятный для себя диагноз получил. Да? Да, сделал МРТ спины и шеи. Многие у меня на канале спрашивают, почему я сутулюсь, не могу поднять голову, повернуться, нагнуться. К сожалению, это болезнь Бехтерева называется, анкилозирующий спондилоартрит. Довольно такая тяжелое хроническое заболевание. Мало кто в Бишкеке не знает, но многие болеют, потому что я встречался буквально позавчера с подписчиком, он меня сам встретил, в Турции делал операцию. Ему штифты вставляли в спину, выпрямляли. То есть как-то физически еще можно вылечить. Но сейчас синепругут изобрели лекарство в России. Вот, но оно, правда, очень дорого стоит. И многие страдают от этой болезни. Этот вопрос надо поднимать обязательно. Потому что многие не признаются, не освещают то, что они этим болеют. Визуально можно определить человека, в какой стадии он заболевания и так далее. Вот. Спасибо, что поделились. Как я понимаю, что действительно, может быть, положение спины, да, или сутулость является симптомом. Вот у меня тоже есть, да, не в смысле болезнь, да, это, а в смысле такой симптом, как сутулость. И что-то со спондилезом тоже было связано, когда говорили врачи, поэтому, да, проверяйте свой опорно-двигательный аппарат. И спасибо, что вы поделились, это очень важно. Нужно ли какое-то специальное обращение, какие-то условия создавать, чтобы и проживать симптомы, работать над опорно-двигательным аппаратом? Самое главное определить это на ранней стадии, не запускать, потому что у меня уже такая уже критическая фаза. Чем раньше вы сделаете, там есть специальный анализ, который в крови определяет вероятность того, что у вас может в будущем возникнуть болезнь Бехтерева. Если это определяется, то, соответственно, скорейшее действие надо предпринимать. Опять же, да, надо ЛФК делать, плавать, подтягиваться, не запускать. Ну и синепругут, лекарство, сейчас пока, правда, не знаю, оно только недавно из испытаний вышло, начали продавать. То есть будем надеяться на него. А так лечения как такового нет, к сожалению. Ну, лечебная физкультура все равно, я думаю, действительно станет отличной поддержкой и опорой в данном случае. И посмотрим, вот я знаю случай, у меня знакомая, у нее эпилепсия, и проблема в том, что эпилепсия очень редкого типа, когда она неоперабельна.
То есть нельзя установить клапан или какой-то стимулятор, но придумали вот буквально недавно, полгода назад, кардиостимулятор внешний, и она сейчас носит этот девайс, и получается, что у нее эпилептические припадки снизились в разы. То есть действительно может случиться так, что будет прорыв в медицине. И, да, от этой болезни тоже, к тому же сейчас у нас развивается так сильная индустрия. Вот. Или может традиционные практики, может йогические практики посмотреть для укрепления спины. Вот йога, да, то есть я думаю, что что-то наверняка. Да, спасибо, что поделились. Очень важно не забывать про здоровье в условиях иммиграции, потому что сразу, когда ты приезжаешь в новый контекст, первое – это стресс. На фоне стресса может обостриться то, чего не было, да, то есть буквально там расцвести пышным цветом, а может появиться. Поэтому действительно обращайте внимание на свое здоровье, обращайтесь к врачу, а я задам смежный вопрос. Как со здравоохранением здесь? Что скажете? Ну, я обращался только в платные клиники. У меня вот один релокант обращался в местную. Ему сказали: не, мы без страховки вас обслуживать не будем. Вот так. Покупайте, там, 1020 сом стоило. То есть здесь надо страховку покупать? Ну, по крайней мере, в той поликлинике так сказали. Может быть, в другой обслужат, но я предпочитаю, если обращаться, то в платную. Да, и такой случай недавно был практически под закрытие сезона. На самокате ехал по Советской, и там пешеход неудачно отскочил в сторону. Я упал в кусты, которые были коротко подстрижены. Это по поводу медицинского обслуживания. И мне ветка рассекла голову практически пополам. Ужас. Ну вот скорую ждали с Лебединовки, наверное, около часа, я кровью истекал. Но обработали все, и вот в поликлинике зашил хирург, 1 швов наложил. То есть, можно сказать, обращался Понятно. в этот, как, социальную. Ну, бесплатная медицина, да, то есть да. действительно, как это у нас называется, ОМС, да, общемедицинское страхование, ну и здесь, наверное, тоже как-то. Да. Так, интересно. Спасибо, что поделились. Ого, вот это случай. Да. Ужас. На канале он также там освещается про опасность езды. Ну, как тоже социальный получился, что без шлема нельзя ездить. Вот что бывает. Понятно, спасибо вам. А что сделало вас более счастливым с того момента, как вы приехали в Кыргызстан? Есть ли такая вещь? Или традиция, или услуга, или культурный какой-то контекст, или люди? Ну, все в комплексе. Особенно я счастлив, когда солнце почти круглый год. Согласна. Когда нету вот этих переходных длительных моментов слякоти и дождей, осенне-весенний период. В России это очень длинный период, когда дожди, лужи. Тут такие коротенькие. Раз, солнце, снег, опять солнце. Да, в Кыргызстане около 300 дней солнечных, поэтому просто солнце круглый год, это прекрасно, я согласна. Что хотите пожелать людям из русскоязычного комьюнити, если так можно сказать, да, русской культуры, русскоязычным ребятам, которые хотели бы приехать в Кыргызстан, либо пожить здесь, либо, может быть, остаться? Есть ли какой-то месседж, какой-то посыл? Обязательно приезжайте, ребята, потому что есть стереотипы, что Кыргызстан это прям чуть ли не аил какой-то, это не так. Мне даже мама просто писала, там вообще скорую можно вызвать. Ну, такое ощущение, что здесь на конях ездят. Нет, это современный город с хорошей инфраструктурой. Приезжайте обязательно, природа шикарная, погода, люди шикарные. И привозите эмоции с собой. Спасибо большое за вашу историю. А у нас в гостях Вадим, автор своего блога, энтузиаст, амбассадор кыргызской культуры, как мы сегодня выяснили. Нам очень приятно сегодня быть с вами в студии и общаться на такую замечательную тему. А с вами проект «Устная история», проект о том, как представители русской культуры и русского языка адаптируются на территории Кыргызстана, и ведущая Алена Маслова. До новых встреч! Чон рахмат, жақсы қалыңыз. Пока!